Здравствуйте, мужчины! Всех приветствую себя в гостях. Меня зовут Алла, и сегодня будет общий расклад на тему «Кого к вам ведет судьба?». Расклад общий на два варианта, поэтому загадайте цифру 1 или 2. Пока я перетасовываю карты, кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и переходим к выбору вариантов. Это будет первый, это будет второй. Итак, единички. Шестерка жезлов. Раскрываем ваш сигнификатор. Кто из женщин есть сейчас в вашей жизни? У единичек здесь даже вариант. Здесь есть две женщины. Так, одна здесь какая-то неявная. Вторая здесь совершенно новая. Значит, смотрите. Первая это явно какая-то бывшая, с которой уже, в принципе, у единичек все закончилось. То есть отношения там, ну, как бы все, они закончились. Но что-то там еще осталось. Мы сейчас будем смотреть в процессе. То есть там нельзя сказать, что окончательно закрыты двери с той женщиной. Но расклад говорит о том, что есть еще в вашей жизни женщина, у кого-то отыграется, что вы только-только, вот вообще, ну, там, буквально месяц назад с ней познакомились. Даже может быть такое, что вы только телефон взяли, может быть, вы вообще еще не созванивались. Или ходили на свидание, но ну, как бы ваши отношения, они еще не успели, в принципе, завязаться, скажем так. То есть ваше знакомство, оно еще не раскрылось до конца. У какой-то же части аудитории, которая сейчас меня смотрит, это вообще будущая женщина, но она, как говорится, вот-вот на пороге. То есть ее еще может не быть, но она вот-вот, уже вот буквально в течение месяца должна реализоваться в вашей жизни. Так, ну давайте с кого начнем? Давайте все-таки посмотрим на вот эту вот, которая незавершенная. Кто она для вас? Ну тут женщина вам или изменила, или вас предала. Это была достаточно давнишняя уже история, то есть нельзя сказать, что это прямо свежая какая-то история, что вот вы там прям болеете за эту историю. Да, вам эта женщина сделала очень больно на самом деле, но это уже ваше прошлое. А почему ты вышла вообще в раскладе? Потому что эта женщина вас не отпустила. Вот она выпала. Это могла быть ваша жена, так как выпал аркан императрица. Самое интересное, что она сама вышла из этих отношений. То есть она могла выйти из этих отношений, предав вас, ну, то есть как бы выбрав другого мужчину и уйдя от вас. Или же она могла уйти от вас, а потом уже как бы найти себе другого мужчину. Но в любом случае здесь первая была женщина. То есть она сделала такой шаг. Она приняла это решение. А почему ты появляешься в раскладе? Ты же уже ушла. Знаете, я бы так сказала, что вот эта женщина, она не ожидала такого финала. Здесь женщина как бы рассчитывала на что-то другое. То есть вы ее как-то слишком легко, что ли, отпустили. То есть женщина здесь до конца не поняла вообще, что произошло. Она что-то рассчитывала. Ну, женщина здесь рассчитывала, что, в принципе, эти отношения останутся. Да, что вы как бы простите то, что произошло. Да, вы примите обратно, что все-таки эти отношения, они восстановятся, вы помиритесь. И, в принципе, она даже признала, потому что это было ошибкой. Но, видимо, здесь все-таки большинство из вас, ну вот у кого вы слышите, что расклад резонирует, большинство из вас приняли решение, что как бы все, как бы я там тебя не любила, я больше не хочу тебя возвращать. И женщина, она как бы на это не рассчитывала, она все-таки думала, что эти отношения можно склеить. Вот по этой причине она вышла в этом раскладе. То есть она до конца не осознала, она до конца не поверила в то, что это конец. То есть, знаете, она как маленький ребенок, который вот он не понял, какие последствия сделал ребенок, какие поступки он сделал, и что теперь вот эти поступки, за них нужно нести уже
последствия и нести ответственность. Поэтому эта женщина, конечно же, она может появляться в вашей жизни, как-то давать о себе знать, но, как бы, видимо, вам уже это не интересно, потому что в вашей жизни все-таки здесь просматривается другая женщина, она совершенно новый человек в вашей жизни. И вот давайте расспросим, что это за женщина, с чем она к вам пришла или в скорости придет. Значит, ребят, смотрите, здесь для многих очень актуальна будет тема доверия. Здесь, если вы до сих пор еще злитесь, обижаетесь, не можете простить свою бывшую, то вот этот ваш, как бы так назвать, вот этот ваш багаж негативного опыта, негативных эмоций вы можете бессознательно перенести на вот эту новую женщину. В принципе, женщина к вам идет для семьи. Те из вас, кто не хочет семьи, можно перефразировать. Если женщина идет для любви, здесь женщина идет для постоянных отношений. Здесь женщина не имеет в своей голове мысли о том, что вы какой-то там временный мужчина, или что она просто хочет там поразвлекаться какое-то время, потом уйти. Ну, то есть, как бы здесь человек изначально будет настроен на семейное, на полноценное, на отношения, как в народе говорят, навсегда. Ну, кому-то нравится это слово, кому-то не нравится, но здесь человек вот именно такой, знаете, вот идет искать партнера для жизни. И здесь речь о том, что вы ее можете очень сильно больно ранить своим недоверием, своим отторжением. Поэтому здесь для многих из вас, кто себя узнал в этом раскладе, вам нужно быть начеку не с точки зрения женщины, а с точки зрения самого себя. Потому что вы здесь действительно можете испортить эти отношения своим недоверием, своим негативным, каким-то ожиданием подвоха. Понимаете, чем больше вы во Вселенную вкладываете негативные мысли, эмоции, подвохи, тем больше Вселенная, как вселенский этот ксерокс, отправляет вам вот этот негатив в двойном размере. А Вселенная это просто вот действительно как зеркало. Вот то, что вы отзеркалили, вы это получаете в ответ. Поэтому если вы сейчас до сих пор не избавились от своего вот этого негативного опыта, ну понятно, что избавиться от него нельзя, но можно сделать выбор, что я хочу. Я хочу страдать, я хочу быть зол, я хочу быть обиженным, я хочу быть разочарованным из-за своей бывшей, или все-таки я понимаю, что ну да, в жизни случается разное, в жизни случаются предатели, воры, убийцы, но это же не значит, что теперь мне нужно вообще никому не верить и вообще закрыться от всего мира, сбежать на какой-то необитаемый остров. Вы должны понимать, что мир делится 50 на 50. 50% это плохие люди, 50% хорошие люди. И здесь вопрос, где ваша точка внимания, на тех, которые плохие, или на тех, которые хорошие. Поэтому, единички, если вы здесь можете правильно выстраивать отношения со своей новой женщиной, не оглядываясь на свое прошлое, не оглядываясь на свою боль, на то, что вас эта женщина предыдущая предала, изменила и так далее, то вторые отношения здесь на самом деле могут быть очень качественные, очень классные. Поэтому тут, конечно, все зависит от того, как вы сможете эти отношения развивать, не оглядываясь на прошлое. Вот такой вот был первый вариант. Кому понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне. А мы переходим к двоечкам. У кого не отыгрался первый вариант, смотрим на второй. Здесь сигнификатор второго варианта – это 8 пентаклей. Так, раскрываем второй вариант, смотрим, какая женщина здесь идет по судьбе, кого к вам идет судьба у двоек. Так, королева мечей. Ну, здесь ваша жена. Здесь, смотрите, здесь у кого-то там может быть гражданская жена, у кого-то официальная, у кого-то просто женщина, с которой вы очень-очень долго вместе. Причем здесь подойдет расклад про то, что вы можете быть просто любовниками. Вы даже могли и не жить вместе, но вы очень давно уже любовники. То есть тут может быть такое там 8 лет, 10 лет вместе.
Здесь про достаточно длительные отношения, про то, что тут вы уже проходили с этой женщиной очень многие жизненные испытания, здесь вы проходили очень многие какие-то негативные ситуации, вы как бы разруливали всегда эти ситуации. В принципе, здесь можно сказать, что вы с этой женщиной были во многих передрягах, и мирились, и ссорились, и расходились. И тут могло быть такое, что вы даже расходились, заходили в новые отношения, создавали даже новые семьи, и потом через какое-то время разводились или там уходили от тех партнеров и опять сходились вместе. Тут такое ощущение, знаете, двойки, что вы как бы по кругу ходите, что вот вы в одной и той же точке расстаетесь, и вы в одной и той же точке опять сходитесь. Такое ощущение, знаете, что у вас вот прям уже есть какой-то алгоритм расставаний и алгоритм ваших примирений. Вы как вот не можете пройти какую-то точку испытаний. Как будто, знаете, вам для того, чтобы остаться вместе, вам нужно перестать совершать одни и те же ошибки и переходить на следующую ступеньку развития ваших отношений. А вот вы как будто топчетесь на одном месте, на каком-то одном и том же этапе. И вот вы постоянно расстаетесь в одной и той же точке. Вот происходят какие-то похожие события, и вы не можете вот эти события, знаете, как выпрыгнуть из них, перейти на какую-то новую реальность ваших отношений. То есть вот вы не можете пройти какие-то кармические уроки, какие-то кармические задачи. Именно по этой причине вы постоянно расходитесь. Расходитесь, ходите где-то с кем-то или в одиночку ходите, у кого как. Но потом опять что-то перещелкивает, вы понимаете, что вы не можете друг без друга, и вы опять возвращаетесь друг к дружке. Здесь кармические отношения, вот Аркан Башня подтверждает это. Здесь про то, что как бы вы будете так еще очень долго ходить по кругу, пока вы для себя не осознаете, что вы какой-то урок не можете пройти в этих отношениях. А по судьбе ли вы вообще друг дружке? Знаете, ребят, я могу вам так сказать, что у большинства все-таки отыграется, что, знаете, ведь по судьбе это очень разное, можно в это вкладывать, потому что в эзотерике не всегда по судьбе это значит, что это человек, с которым вы будете жить до конца жизни. По судьбе на самом деле приходят и кармические партнеры. Кармические партнеры нам даются для того, чтобы мы в себе увидели, вот как в Библии говорили, сучок в глазу или бревно в глазу, чтобы мы в себе открыли какие-то изъяны, какие-то пороки, какие-то эгоистические побуждения, вот осознали какие-то свои ошибки. Этот партнер, он нам как учитель, вот как реально духовный наставник, который из человека вытягивает на поверхность вот какое-то его эго, какую-то его темноту, достает на поверхность какие-то его негативные качества характера. То есть как бы кармический партнер, он как подсвечивает человеку его путь личностного роста. И те люди, которые это понимают, те люди, которые понимают, для чего этот человек им дан, и что им нужно отработать, что нужно в себе изменить. Как бы, знаете, вот кармический партнер — это как указатель, какой лучшей версией себя вы должны стать. Вот если у вас это получается, то на самом деле кармический партнер как раз и может стать вот этим человеком на всю жизнь. Но это при условии, что вы поймете, для чего Вселенная вам дала этого кармического партнера. Это при условии, что вы понимаете, вот, что вам подсвечивает ваш кармический партнер, какие недостатки. Может быть, вы ленивый, может быть, вы увлекаетесь алкоголем, может быть, вы гулящий, может быть, в вашем роду, например, там все несемейные, все гулящие, или там зашел в отношения, бросил отношения, пошел дальше. Может быть, у вас нет ответственности перед семьей. Может быть, вы одиночка, вы, в принципе, боитесь отношений. Ну, то есть, как бы, расклад общий, он не личный, поэтому тут у каждого из вас есть какая-то своя кармическая задача, которую подсвечивает вот эта женщина ваша, с которой вы постоянно расстаетесь. И вот когда вы сможете понять, что вам нужно в себе изменить, не для нее, ребят, подчеркну, а для вас лично, для вашего собственного личностного роста, вот вы как бы должны стать лучшей версией себя, и ваш кармический партнер, он вам как бы подсвечивает те качества характера, которые вам не дают стать лучшей версией себя. А лучшая версия себя, естественно, для вас самих, не для кого-то.
Вот когда вы понимаете и исправляете свой путь, и начинаете воспринимать партнера как не свою собственность, как не воздух, без которого вы не можете дышать, а как возможность стать лучшим, как возможность стать лучшей версией себя, вот тогда вот эти партнеры как раз могут уже оставаться в вашей жизни, и вы с этим человеком можете строить свою жизнь. Но до того момента, пока вы это не хотите понимать, или пока вы это отторгаете, или пока вы относитесь к своему партнеру как к собственности, вряд ли кармический партнер станет вашей женой. Здесь люди будут расставаться, здесь люди будут сходиться, но все-таки по финалу они расстаются. Потому что здесь важно понимать, что кармический партнер, его основная задача вас научить, сделать вас лучше, а не быть вашей женой, которая родит вам детей. Это уже совсем другая история, это уже совсем другие партнеры. Во втором варианте здесь идет речь именно о кармическом партнере, потому здесь совсем другая история. Здесь про то, что женщина должна вас чему-то научить. Не в плане, что она вам будет что-то рассказывать, нет, а в плане того, что рядом с ней вы познаете самого себя. Рядом с ней вы откроетесь сами себе вообще с другого совершенно контекста. Рядом с ней вы поймете, что вы можете быть другим, что вы можете быть лучше, чем вы есть сейчас. То есть тут очень большая глубина, ребят. Поэтому второй вариант, кто себя узнал, то вы поймете, о чем я сейчас рассказываю. Поэтому здесь вам важно понять, какой ваш кармический урок рядом с этой женщиной. Вот если вы это поймете и вы пройдете этот урок, то тут очень большие шансы на самом деле, что вы с этой женщиной останетесь как со своей женой. Поэтому, двоечки, тут у вас очень глубокий, на самом деле, получился расклад. Кто в этой теме, то тут поймет, о чем здесь шла речь. Ну, кто не в этой теме, значит, пока еще не доросли до таких знаний. На этом все, двоечки. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Звонки не принимаю, только переписка. На этом всем хорошего вечера и всем пока.